Вы не поверите, какая удивительная и немного безумная поездка у меня получилась к моему любимому дому под землей. Представляете, я оказался в самом эпицентре настоящего грозового шторма. Но давайте не будем забегать вперед. Ведь все началось совсем иначе. День выдался просто волшебный, теплый, солнечный, так и манящий к приключениям. И недолго думая, я отправился в свое секретное убежище. Тот самый мой любимый дом под землей, что ждет меня в самой глубине леса. В этот самый миг не было на земле человека счастливее меня. Ощущение свободы и предвкушение приключений. Привет, дорогие зрители и подписчики канала Лесной Строитель. Давно с вами не виделись. И вот, наконец, в один из последних теплых летних деньков я решил выбраться в дом под землей. Дорога до него дальняя, как всегда. По реке плыть примерно порядка 6 километров. Основную часть маршрута я уже прошел. Задача на сегодня – хорошенько отдохнуть в доме под землей. И было бы неплохо еще закончить строительство бани. В любом случае, я думаю, эти 2 дня пройдут очень насыщенно для меня. Ну, а для вас это будет хорошим отдыхом от всей суеты, происходящей вокруг. Желаю вам приятного просмотра. Садитесь поудобнее. Погнали! Погода, как вы видите, великолепная с точки зрения температурного режима. Градусов 27, наверное, сегодня. Я в шортах. У нас в этом году, кстати, комаров почему-то вообще нету. Я не знаю почему. То есть только когда дожди проходят, тогда они появляются. Обычно вот здесь вот комаров просто неимоверное количество было. Сейчас вот сижу, вообще никто не кусает. Но это и хорошо, это и к лучшему. Как бы я не в тайге живу, там не в какой-нибудь Карелии, где много мошки, комаров. Пора бы уже доделать баню и обшить ее внутри доской. Так она станет намного теплее. Заодно хочу затестить свою новую приблуду. Сейчас покажу вам. Смотрите, вот такая вот миниатюрная пила у меня появилась не так давно. Называется она Rocodil Cutter Pro. Очень компактная, с 2 аккумуляторами. Думаю, многим дачникам, да и туристам в том числе, мог бы быть интересен подобный инструмент. Так, из плюсов, которые я сейчас сразу вижу, удобно сидит в руке и легкая.
Да, дачникам точно понравится такой инструмент. Кстати, в комплекте еще идут очки, ну а цепь очень легко подтягивается. Двигатель тут бесщеточный, а мощность 700 Вт. Этого достаточно, чтобы распилить брус толщиной 75 на 75 мм. Пила поставляется в удобном кейсе, сразу с зарядным устройством и двумя аккумуляторами. Сейчас, кстати, модно продавать все по отдельности, а тут производитель позаботился о потребителе, что очень приятно. Тут еще и напильник есть, чтобы цепь затащить. И, конечно же, защитные очки. Классно. Есть индикация уровня заряда батареи на аккумуляторе. Еще и гарантия 5 лет. Очень недурно, скажу я вам. Давайте попробуем поработать ей, и можно будет сделать уже окончательные выводы. Слушайте, ну мне нравится. Комплектация, легкость и скорость вращения цепи для такого малыша просто поражает. Насколько хватит заряда, вы увидите чуть позже, но уже понятно, что пила достойна вашего внимания. Поэтому я оставлю ссылку в описании и закреплю в комментарии под видео. А по промокоду Строитель10 вы можете получить дополнительную скидку 10% на Озоне. Желаю вам приятной работы вместе с Rokodil Cutter Pro. Оказывается, ее можно и левше использовать. То есть, если у вас рабочая рука левая, то вот этот вот стопор, он работает как вправо, так и влево. Ну, под правую руку, соответственно, как вам удобнее нажимать. Ну, допустим, большим пальцем, да, вот этим чик, защиту снял, начал работать. А под левую руку как? Тоже большим пальцем, то есть, хоп, и тоже работаешь. Блин, слушайте, ну, прикольно. Вроде такая мелочь, а интересно. Задача на сегодня, задача минимум. Вот эту стену сделать, она вроде попроще уже пойдет. Здесь окно было. И стену у лежака. Ну, а потолок можно, например, на завтра оставить. Если у меня, кстати, останется материал лишний, то можно было бы и лежак. Лежак тоже зашить вагонкой. Тоже было бы очень хорошо, потому что он бы стал ровным. Конец августа, вода еще в реке достаточно теплая. Сейчас, как все закончу, пойду, наверное, на речку искупаюсь. Наберу воды заодно. Вот. Ну все, сейчас заканчиваю. Наверное, уже в режиме таймлапс можно будет это отснять, фрагмент. Ну, смысла уже нет, что-то там мусолить. Все и так поняли. То есть я эту стену немножко попытался выровнять за счет вот этих вот перекладин. И сейчас к этим перекладинам уже буду пришивать доски. Если там они у меня шли вот так вот, то здесь, где лежак, у меня будут идти доски вот так вот, чтобы спине было удобно.
Красота! И сейчас самое интересное. Хочу проверить, насколько все-таки эта пила способная. Дело в том, что я пока что работаю на одном аккумуляторе. Все вот эти доски я отпиливал по размеру, только используя один аккумулятор. Но это все были тонкие доски. А сейчас нужно отпилить вот эту скамейку по размерам досок. Чтобы скамейка была ровная, красивая. Вот мы и проверим в деле. По идее должно хватить. Если это так, то значит можно в принципе брать такую пилу в походы, реально. И какие-то шалаши небольшие строить, заготавливать дровишки для костра, может быть. Все отпилил. И заряд сел. Но это вот тот первый аккумулятор, только 2 отделения еще. Представляете, израсходовал. Вообще обалдеть. Классно. Все, ладно. Веду на речку купаться и заодно воды надо набрать. Пришел на речку и вижу, что дело идет к дождю. Надо побыстрее искупаться. Еще дровишек неплохо было бы, так, валешек 8-9 напилить. Река, конечно, обмельчала, блин. Чтобы зайти в полный рост, это надо, наверное, перейти речку, если повезет. Скорее всего, даже здесь и не будет такой глубины. Поэтому сейчас так, как дитя малое, по пояс зайду и барахтаться буду. Давай сильней! Воу! Воу! Супер! Вот это кайф! Ай, сильнее дождь! Вау! Под дождем стою, вообще тепло прям.
Он такой какой-то, зараза. То начинается, то заканчивается. То начинается, то заканчивается. Даже неинтересно. Я думал, он прям пойдет и будет валить и валить. Но нет, пока он никак не разойдется, никак не разыграется. Было бы здорово, если бы он всю ночь шел. Завтра пойти. Грибы, может быть, появятся. Ну, не появится, не появится, ладно. Ну и по-хорошему встать бы пораньше. Удочку, наконец, взял с собой. Может быть, завтра еще и порыбачить получится. Отлично.
То и дело, сверкают молнии, гром гремит, мелкий дождик накрапывает. Хорошо, что я успел все заготовить, дрова в том числе. Печь затопил, можно немножко подышать свежим воздухом. А подышать есть чем. Видели, да, сверкнуло как? Обалдеть. Ну что, пока там гремит гром, сверкают молнии, на природе за окном идет дождь, у нас здесь с вами стало совсем жарко, печка набрала обороты, и самое время заняться приготовлением ужина. А на ужин сегодня будет у меня лагман. Единственная такая проблема, короче, у меня здесь был казан, ну, по крайней мере, я так думал, что он у меня был. А когда я пришел, то оказалось, что казана нет. То есть, блин, ну, как бы по традициям и по всем рецептурам классическое приготовление лагмана происходит в казане. Я, к сожалению, нарушу эту рецептуру и буду готовить в кастрюле. Надеюсь, вкус от этого не испортится. Тем более готовить я лагман буду из продуктов, которые прислала мне подписчица. Но на этом давайте остановимся чуть попозже. Сейчас, в первую очередь, начну готовить лагман, и уже потом мы с вами пообщаемся о всех ваших презентах, подарках, которые вы прислали. Ну и в том числе повесим магнит. Мест уже совсем практически не остается на магнитной доске, но я думаю, мы с вами найдем и решим, куда повесить. Спасибо вот за такую лапшу и за вот такую вот кобру жгучую. Вместо помидор буду использовать ее. Все, у меня все нарезано. Сейчас добавляем лук. Как раз мясо уже поджарилось. И чуть-чуть, и там через пару минут морковь. Погнали. Мясо с луком, с морковкой тушится, жарится. Ждем минут 5. И после этого добавлю уже картошечку нарезанную. Тоже 10 минут нужно потушить, ну, по рецепту, который вот здесь написан, я читаю. И после этого уже добавляем помидоры. Ну, у меня это паста, вот эта вот кобра жгучая. Я надеюсь, она прям вот так вот будет обжигать мне мой желудок. Очень-очень люблю острое. Ну и, соответственно, болгарский, ой, господи, красный сладкий перец. Потом уже все это дело нужно будет потушить. И в самом конце, как я понимаю, нужно будет приготовить лапшу. Ну, а что ее готовить-то, по сути дела? А, кстати, на улице так и сверкает до сих пор небо. Я вот сейчас выходил. Так и громыхает, молнии сверкают. Так что это, походу, дело надолго.
Вкуснятина. То, что нужно. Единственное, чуть густовато у меня получилось. Но нормально. Прям самое то. Чтобы забить желудок до отказа и спокойной душой лечь спать. Картошка вообще разварилась. Прям такая рассыпчатая получилась. Но, знаете, вот бывает, я читал, что еще можно без картошки лагман готовить. Наверное, все-таки я бы приготовил его без картошки. Мне больше нравится вкус лапши и мяса. Картошка как будто бы, но это опять же на мой вкус, как будто бы она лишняя. В любом случае, очень вкусно. И очень остро. Ну а что вы хотели? Целую банку жгучего перца вот этого шарахнул туда. Но для меня как бы самое то. Спокойной ночи. Пришел порыбачить попробовать. 1000 лет уже не рыбачил, поэтому не знаю, что из этого выйдет. У меня есть опарыши, черви. Ну и вместо прикормки хлеб. Здесь постою. Может, что здесь будет. Ну, нет, значит, дальше прогуляюсь, пойду. Для меня главное не цель что-то поймать, а цель у меня стоит просто вот постоять и понаблюдать за поплавком. На самом деле очень успокаивает. Я поэтому вот спиннинг вообще не люблю. Первая поклевочка. Совсем мелкая. Поэтому я ее сейчас отпущу. Дубль 2. Опять мелочевка. Ох, и ушла. Еще есть секретный ингредиент. Мотыль зимний. Ну, для зимней рыбалки мотыль. Сейчас его вместе с опарышем насадил. Ну, так, чисто поприкалываться, посмотреть. Может, что тоже будет клевать. Попробуем.
Отличию. Вот такой вот окушок. Ну, я не знаю, сколько грамм, там 600 может быть. И сорвал вот этот наконечник, который здесь на удилище был приклеен. Это, ну, заводская была, я не знаю, как сказать, с завода наклеивали. И он сорвал прям вот это вместе со снастью и ушел. Блин. Купил, называется, удочку. Ну, я взял специально готовую, думаю, чтобы ничего не собирать, ничего не делать. Просто повесил леску. И видите, все. Нету. С этим, с наконечником. Ушла рыбка. Вот так вот. Ну, рыбы есть. Слушайте, рыбы есть. Надо решить только вопрос с удочкой. О, нормальный. Много. Вот они растут. Все уже старые грибочки. Там вообще лопух какой-то. Обалдеть. Вон они, лопухи какие. Одни маслята, главное, ничего другого-то вообще нету. Грибов много, конечно, но они преимущественно старые. Даже прям совсем маленькие. Бывают червивые. Вот это хороший. А пахнут как? Вообще великолепно. Ну чё, так вот лениво сейчас грибы пособирал, пока шел до дома. Такой вот маленький пакетик набрал. Я думаю, сейчас по-быстренькому костерок разведу, помою их, чуть порежу, да прям на сковородке с солью, с перцем сделаю. И такой завтрак у меня будет с чаем. Вот. Все. Готовлю грибы и потом будем уже с вами заканчивать с этой баней. Не знаю. По большому счету, у меня какого-то огромного желания много работать сегодня нет. Какое-то, знаете, настроение такое лениво-дождливое. Я бы так его назвал. То есть хочется просто ничего не делать, а созерцать красоту. Тем не менее, все равно хотя бы стены надо сегодня закончить в бане. Ну, а уже потолком займусь, наверное, в следующий раз. Я их чуть-чуть подсортировал, какие-то плохие выкинул. Ну, получилось прям вот маленькая миска. Сейчас они еще ужарятся. Нормально. Ну, они уже покрываются таким румянцем красивым. То, что я и хотел добиться. Сейчас они будут немножко даже, может быть, хрустящими, но нормально. Еще прям пару минут. И будет просто пальчики оближешь.
Жареные грибы, свежесобранные, это что-то невероятное. Великолепно. Во! Просто бомба. Ну что, продолжаю работу по организации рабочего пространства бани. Уже вот эту стену почти заканчиваю, после чего перейду на эту. Смотрю по вагонке, ну, в принципе, на потолок, наверное, мне ее хватит частично, то есть наполовину. Еще нужно будет все углы закрыть. Вот здесь я уже начал это делать. Сейчас вроде вот так вот должно быть видно. Вот угол, видите, то есть там тоже он неровный, идет стык. И я просто вот, ну, вот так вот решил закрыть, как получится. Главное, чтобы щелей не было видно. Потом надо будет обрамление, конечно, сделать окна, чтобы все это тоже как-то симпатично смотрелось, а не вот так вот, как сейчас. Но это не критично, это всегда можно сделать и исправить. Ну вот как-то так. Все, закончил. Осталось только потолок. Обрезки деревяшечек, которые у меня были, использовал на такой своеобразный плинтус. Сделал по низу пола, ну, насколько деревяшек хватило. В любом случае, еще обрезки будут наверняка потом в следующий раз после того, как я потолок буду делать. И, соответственно, эти обрезки я тоже буду использовать по назначению. Все вот эти вот углы, сейчас покажу. Вот эти вот, видите, тоже запрятал аккуратненько. Никаких щелей нигде не видно. Все, полностью груженный. Мне 6 километров до машины. По пути проверю фотоловушку.
Посмотрим, что там интересного. В любом случае, эти 2 дня прошли, ну, на мой взгляд, вообще отлично. Поел грибы, вкуснейшие маслята, свежесобранные. Практически закончил с баней. Узнал, что здесь рыба ловится, причем такая, что снасти рвет. Соответственно, надо брать с собой другую удочку. Вот. Ну и вообще, в целом, хорошо провел время. Погодка сейчас опять солнечная. Красота. В общем, включусь через 3 секунды для вас. Ну а для меня часиков через 1,5. Вам спасибо за то, что вы посмотрели мой ролик до конца. Подписывайтесь на канал, если вдруг еще не подписаны. Обязательно ставьте лайки. Пишите комментарии под этим видео. Ну и, конечно же, до скорой встречи. Это был канал Лесной Строитель. Пока-пока. Подарки в студию. В общем, сегодня всего лишь 3 письма. Я что-то вам немножко наврал, что много презентов. Ну, много было, действительно много, но от одного человека. И, пожалуй, с него и начнем. Сразу наденем вот эту вот тюбетейку. Дорогой Алексей, привет вам из прекрасной солнечной Алматы. Мы, Артем и Вероника, давно подписаны на вас и с огромным удовольствием смотрим канал Лесной Строитель. Всегда ждем путешествий с Алексеем. Наша культура – это удивительное смешение традиций, которые веками переплетались и обогащали друг друга. Мы гордимся своей кухней, в которой среднеазиатские и восточные нотки создают неповторимый вкус. Отдельно хотелось бы также передать приветы Сережке-поварешке и Женьку. Маленькие презентики и им. С добрыми пожеланиями вам, вашим близким и родным. Артем и Вероника. Принесли 7-килограммовую коробку вот из Казахстана от Артема и Вероники. И там просто какой-то кошмар, сколько всего было. Там была и вот эта лапша лагман, и острый жгучий соус, который как раз я сегодня добавлял, и кетчуп. Подарки Женьку, Сереге, подарок маме, коробка конфет, мне конфеты, и еще раз конфеты, и шоколадка. По-моему, вот эти вот шарики такие, как сырные, я не помню, как они правильно называются. Я всегда их называю нутом, но это не нут. Забыл, поправьте меня, как они называются. А, кстати, здесь, наверное, написано Курт, вот. Шарики вот эти Курт, у меня жена их очень любит, потому что она сама немножко родом оттуда, из южных регионов. Это либо солянка, либо сахарница, ну, какую-то сыпучую пищевую добавку сюда можно добавить. Тетрадки 3, даже аж целых 3 прислала Вероника с Артемом. Я, честно говоря, не знаю, то есть у меня здесь есть тетрадь для записей. Ну, может быть, я тоже ее... Да не может быть, я ее здесь оставлю, пусть она будет, ну, мало ли, может быть, когда-то эта тетрадь станет вся исписанной, и тут будет запасная. Артем и Вероника, спасибо вам огромное, просто огромное спасибо за ваш какой-то сумасшедший подарок. Ну, я не побоюсь этого слова, видимо, только так можно это назвать. Спасибо вам огромное. Ну и вот, соответственно, да, еще магнит и еще магнит. 2 магнита. Вот. Для дома под землей. Дорогой Алексей, слежу за каналом с сентября 2021 года. Проверил по первому просмотренному видео. Очень приятно было наблюдать за развитием и успехами. Уже давно хотелось передать весточку. И что-то полезное в лесное жилище. Наконец-то дошли руки. Сам я из Гродненской области. Беларусь. Привет. Очень люблю нашу, вашу и местную природу. Успехов и развития, Игорь. Но открытку он прислал из Голландии. Вот такой вот велосипед. И вот такая вот разделочная доска. Блин, ну ее жалко вообще использовать на самом деле. Я вот смотрю, она очень красивая. Уважаемый Алексей, приветствую вас. Я давно слежу за вашими проектами и хочу сказать, что искренне восхищаюсь вашей работой. Строительство дома под землей и землянок – это же настоящая детская мечта, воплощенная в реальность. Хочу внести свой маленький вклад в этот удивительный проект и дарю вам Грута. Пусть этот добрый и сильный хранитель станет частью вашего необычного дома. С восхищением и наилучшими пожеланиями, Раниль. Мечтать важно, но еще круче воплощать мечты, как это делаете вы. Постскриптум это был. Раниль из Московской области, город Реутов. Спасибо, Раниль, за Грута. Не знаю, куда его поставить. Ну, пусть пока на столе. На столе места много.
А там подумаем, может быть, куда-то еще найдем применение в дальнейшем. Вот, все. Я, честно говоря, друзья, очень сильно устал. Как собака, других слов не могу подобрать. Сейчас все это дело раскладываю, развешиваю, магниты повешу на доску. Эту штуку уберу в кухню и ложусь спать.